Всем привет! И вы на канале о вязании крючком, игрушек и не только. Джули Вули Тойс. Я Юля, и сегодня, в преддверии весны, мы с вами будем вязать вот такой вот милейший росточек, цветочек. Не знаю, кто он. Возможно, он даже мандрагора волшебная или луковичка какого-нибудь крокуса, которая уже жаждет пробуждения и цветения. Игрушка такая вот достаточно несложная, маленькая, милая. Конечно же, я думаю, что такой мастер-класс заслуживает ваших лайков. Там подписывайтесь на канал, жмакайте колокольчик. И если вы начинающая вязальщица и не знаете, как набирать петельки, то рекомендую вам посмотреть мое вот это вот видео по азам вязания. Ну а для тех, кто хочет связать такого же милаша, я приглашаю посмотреть, какие материалы и инструменты нам для этого понадобятся. Итак, по материалам. Нам понадобится, конечно же, пряжа. Я буду использовать Yarn Art Jeans. Нам понадобится бежевая для основы тельца, также зеленая. Ее можно взять несколько оттенков. Можно даже сделать фантазийную игрушечку. Примерно я же буду использовать номера джинса 0,7 для основы тела и 69 для листиков. И номер 29 тоже для листика. Буду я вязать, как обычно, крючком номер 1,5 мм. Также нам понадобятся ножнички, счетчик рядов, маркер рядов, иголки. Глазки для игрушки у меня это будут, как обычно, мои любимые пластиковые на ножке с креплением. Вы можете использовать полубусины, тогда вам понадобится еще клей. Также нам понадобятся какие-то ниточки, можно взять швейные, как я, можно взять мулиные, можно просто взять ту же нить, которой вы вяжете, и распустить ее. Это нам понадобятся ниточки для вышивки бровок ротика и также для вышивки прожилок на листочках. Если не планируете игрушку как игрушку для самых маленьких, то можно взять еще румяна или сухую пастель. Ей мы будем рисовать румянец, соответственно, нашей игрушечки. Ну и, конечно же, холофайбер для наполнения. И начнем мы вязание с листиков. Листики вяжем зеленой пряжей. Начинаем мы первый ряд с 4 столбиков без накида в кольцо амигуруми. 1, 2, 3, 4. Второй ряд мы вяжем, начиная с 1 столбика без накида. Здесь немножко тяжеловато всегда начинать, поэтому я ставлю маркер, чтобы не сбиться. Следующую петлю мы провязываем прибавку. Еще раз 1 столбик без накида и 1 прибавка. Всего во втором ряду должно получиться 6 столбиков без накида. Мы немножечко выворачиваем так, чтобы у нас листик пошел вниз. И продолжаем вязать третий ряд. Третий ряд мы начинаем с 2 столбиков и прибавка. Еще раз 2 столбика без накида и прибавка. В третьем ряду у нас получится 8 столбиков без накида. Вяжем 4 ряд. В 4 ряду мы пропорционально все увеличиваем. У нас будет 3 столбика без накида подряд. Два, 3. И прибавка. Повторяем так точно еще раз. 3 столбика без накида и прибавка. В этом ряду получится 10 столбиков без накида. 5 ряд и начинаем мы с 4 столбиков без накида. 3, 4 и прибавочка.
Точно так же повторяем еще раз до конца ряда 4 столбика без накида и прибавка. В пятом ряду у нас получится 12 столбиков без накида. В шестом ряду мы провязываем 2, 3, 4, 5 столбиков без накида, делаем прибавочку и еще раз провязываем 5 столбиков без накида. Здесь у нас в ряду получится 14 столбиков в нашем шестом ряду. Седьмой ряд мы провязываем без изменений, просто по кругу вяжем 14 столбиков без накида. А вот в восьмом ряду мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков и одну прибавочку. Повторяем так еще раз. 6 столбиков и 1 прибавка. В этом ряду у нас получится 16 столбиков без накида. Следующие два ряда, 9 и 10, мы провязываем по кругу без изменений, то есть по 16 столбиков без накида в каждом из этих рядов. В 11 ряду идем уже на сужение, и мы должны провязать 6 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6. Одну убавочку. И повторить так еще раз до конца ряда. 6 столбиков и одну убавочку. У нас получится 14 столбиков в 11 ряду. В 12 ряду мы провязываем 5 столбиков без накида подряд и делаем убавочку. И еще раз повторяем 5 столбиков и убавка. В этом ряду получится уже 12 столбиков без накида. В 13 ряду мы вяжем 4 столбика без накида и убавочку. Повторяем еще раз 4 столбика и убавку. В этом ряду будет 10 столбиков без накида. В 14 ряду мы провязываем 3 столбика без накида и убавочку. Еще раз 3 столбика без накида и убавку. Это практически наш заключительный ряд, потому что больше мы убавлять ничего не будем. Нам нужно просто сложить листик так, чтобы у нас ниточка рабочая оказалась сбоку листка, то есть пополам его сложить, и через обе стороны провязать соответственно 1, 2, 3, 4 петельки. На этом мы можем ниточку обрезать, оставив хвостик достаточный для пришивания. Закрепляем и вяжем еще 2 таких же листика. Теперь свяжем очень простой элемент — ручку. Начинаем вязание с 5 столбиков без накида в кольцо амигуруми. 4, 5. Затянули первый ряд. Следующий второй ряд мы начинаем с прибавки и 4 столбиков без накида по кругу. Всего у нас получится 6 столбиков во втором ряду. Третий ряд мы снова начинаем с прибавки. И далее 5 столбиков до конца ряда. В этом ряду у нас будет уже 7 столбиков без накида. Четвертый и пятый ряды мы вяжем по 7 столбиков без накида в каждом, без прибавок и убавок. Тут можно в ручку добавить буквально несколько холофайберинок. И последний шестой ряд мы начинаем с убавки и 5 столбиков без накида по кругу. 1, 2, 3, 4, 5. Так же, как и листик, складываем пополам ручку и провязываем через обе стороны, закрывая 3 столбиками без накида.
Оставляем нить для пришивания. Обрезаем, закрепляем. Вяжем вторую такую же ручку. Приступаем к вязанию тельца, но тельце мы будем вязать, начиная с ножек. Ножку мы сначала одну вяжем, обрезаем нить на ней, а на второй нить не обрезаем и продолжаем вязание. Первую ножку мы начинаем 5 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Второй ряд мы начинаем 1 столбик без накида и 3 прибавочки подряд. Раз прибавка, 2 прибавка, 3 прибавка и 1 столбик у нас остается в конце этого второго ряда. Всего здесь должно быть 8 столбиков без накида. И третий ряд мы вяжем 8 столбиков без накида по кругу. На этом, в принципе, наша ножка заканчивается. И на первой ножке мы обрезаем ниточку, вторую ножку вяжем, не обрезая нити, и продолжаем вязание. Вот у нас вторая ножка. Мы обнуляем наши ряды, вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. 5 воздушных петелек и берем нашу первую ножку, присоединяемся к ней. Здесь будет начало вязания. Маркер можно сюда поставить. Здесь мы провязываем по первой ножке все 8 столбиков ноги. Затем по первой стороне цепочки из воздушных петелек мы провязываем 1 столбик без накида, 3 прибавки подряд, и 1 столбик без накида. Затем по второй ножке тоже провязываем 8 столбиков без накида подряд. И по второй стороне цепочки из воздушных петелек повторяем то же самое, что и с первой стороны. 1 столбик без накида, 3 прибавки подряд и 1 столбик без накида. Всего в этом нашем первом ряду должно получиться 32 столбика без накида. Второй ряд мы начинаем с 3 столбиков без накида подряд и 2 прибавочки. Прибавочки они у нас будут как бы сбоку нашего росточка. 2 прибавки. Далее мы вяжем подряд 14 столбиков без накида. Снова вяжем 2 прибавки сбоку. И до конца ряда у нас остается 11 столбиков без накида. Мы их провязываем, и у нас в этом ряду выходит 36 столбиков без накида. А далее с 3 по 11 включительно ряды мы вяжем без прибавок и убавок по 36 столбиков без накида в каждом ряду, наращивая тельце нашего росточка. Мы связали с вами 11 рядов. Такое вот у нас уже тельце. И 12 ряд мы уже будем потихонечку идти на сужение. Мы провязываем 1, 2, 3 столбика без накида. Делаем убавочку. Вяжем 5 столбиков без накида. Делаем убавочку. 9 столбиков без накида. Еще одна убавка. 5 столбиков без накида. Убавка. И до конца ряда у нас остается 6 столбиков без накида, чтобы провязать. В этом ряду будет уже 32 столбика без накида.
13 ряду мы вяжем без изменений 32 столбика без накида по кругу, без каких-либо прибавок и убавок. 14 ряд мы начинаем с 3 столбиков без накида, затем 1 убавка, 4 столбика без накида, 1 убавка, 8 столбиков без накида, 1 убавка, 4 столбика без накида, 1 убавка, 1 и до конца ряда у нас остается 5 столбиков без накида. Всего в 14 ряду у нас получится 28 столбиков без накида. 15 ряд мы начинаем с 5 столбиков без накида, 4, 5 и убавку. Повторяем так 4 раза всего по кругу, чтобы у нас получилось 24 столбика без накида в этом ряду. Если у вас такие же глазки, как у меня на пластиковом креплении, то самое время уже их поставить после этого ряда, иначе потом это будет сделать тяжело. Если у вас другие какие-то пришивные либо клеевые, то спокойно можете начинать набивать уже потихоньку, а я буду размещать глазки. Разместила глазки, посмотрела, нравится ли мне такое расположение, все ли симметрично, и если все ок, то можно их фиксировать. В этом моменте можно уже начать набивать ножки. Будьте внимательны и набивайте ножки поплотнее. Я для этого использую дополнительно пинцет, либо можно карандашом хорошенечко утрамбовывать. Например, вот так. Утрамбовываем холофайбер, чтобы нам еще было удобно провязывать следующие ряды, и еще потом донабьем немного. 16 ряд мы начинаем с 2 столбиков без накида и 1 убавочку. Так мы вяжем по кругу 6 раз, повторяя, чтобы у нас получилось в конце ряда 18 столбиков без накида. В этом моменте я еще немного донабиваю максимально плотно. Нам остается провязать 17 ряд. Это 1 столбик и 1 убавочка, чередующийся по кругу 6 раз, столбик и убавка, столбик и убавка. В этом 17 ряду у нас должно получиться 12 столбиков без накида. И нам остается только лишь последний рядочек и сделать убавочки до конца. Но чтобы было всегда аккуратней, я делаю штуки 4 убавки, чтобы не было такой пимпочки здесь наверху, хотя здесь в этой игрушке мы будем как раз закрывать эту часть, но я оставляю ниточку для стягивания. Здесь нитку можно закрепить, оставить вот так. Всегда во всех видео показываю этот способ. Я думаю, что не все смотрят прям все видео, поэтому мне очень нравится. И этот способ я хочу вот донести до масс, так сказать. Мы просто берем и стягиваем по кругу, проводя ниточку туда-сюда.
пока у нас не стянется отверстие. Вот так прям даже незаметно, где у нас начало, конец вязания. Здесь можно ниточку уже закрепить и спрятать вовнутрь. Вот такая у нас получилась основа для нашего малыша. Мы можем теперь доделать листики и уже сшивать все элементы, заниматься оформлением. Нам нужно вышить на них прожилочки. Для этого берем бежевую ниточку, которую мы заготовили. Я обычно вышиваю это вот так. Закрепляю нить. Делаем от центра одну длинную протяжку. Но сразу же выводим ниточку в бок. Можно даже вот сюда. И теперь я делаю следующим образом. Я смотрю примерно, куда мне в точку ложится ниточка. Вот сюда мне будет нравиться. И пришиваю как бы внахлёст с этой стороны. Вывожу в точку симметричную этой. Здесь, конечно, супер точность не настолько важна, но все-таки будет хорошо, если они у вас все будут аккуратны. А теперь фиксирую с обратной стороны ниточку и вывожу в следующую точку, откуда у меня пойдет следующая прожилка. Опять-таки смотрю, куда у меня укладывается, и захватываю с этой стороны, вывожу нить симметрично с этой стороны, подтягиваем ниточку при необходимости и захватываю теперь с обратной стороны и снова вывожу сразу в точку, откуда у меня будет идти следующая прожилка. То есть мы захватываем и фиксируем протяжку с обеих сторон. И в конце ниточку фиксируем и прячем вовнутрь. Можно куда-то вывести и обрезать аккуратно. Повторяем эту процедуру с остальными листочками. А теперь мы должны все это вместе собрать. Я предлагаю начать с ручек. Располагаем их симметрично по бокам. Лучше всего приложить к ножке и вывести в точку, где вы хотите пришить. Я, например, хочу пришить чуть ниже глазок. Если у вас остается еще ниточка от ручки, можно сразу вывести и сделать, к примеру, носик. Можно так несколько раз протяжечки сделать. Я еще выведу со второй ручки сюда носик и сделаю протяжки. А теперь нам нужно пришить наши листики. Если у вас листики одного цвета, то проблем с размещением не будет. У меня будет центральный листик светло-зеленый. Прежде чем его пришивать, я складываю немножечко пополам вот здесь, чтобы стянуть его у основания. Размещаю по центру и пришиваю.
Чингачгук. Пришиваем остальные листики. Можно их пришить немножечко сзади, можно спереди. Размещайте, как вам больше нравится. И нам остается оформить мордочку. Для этого я беру коричневую ниточку швейную. Сначала вышиваем бровки. Аккуратно крепим ниточку и симметричненько вышиваем брови. Переводим сразу в точку, где у нас будет находиться ротик. Ротик я обычно вышиваю полукругом и делаю это вот так, фиксируя в нескольких точках. Главное, мы подтягиваем все ниточки. У меня тут что-то очень балованная нитка. Подтягиваю и фиксирую в нескольких точках. Хоп. И хоп. И вот улыбочка у нас уже появилась. Фиксирую там и прячу. Финальный штрих — наведение марафета. Макияж навели. Смотрите, если вы планируете игрушечку стирать или как игрушку для маленьких деток, то можно заменить румяна, вырезав какие-нибудь, например, из фетра кружочки, либо вышив такие розовые, как вот мы носик вышивали. Можно вышить также точно таким принципом, розовой ниточкой щечки. Тогда будет долговечная игрушка и абсолютно безопасной. По желанию можно сделать наш росточек цветущим, добавив ему каких-либо цветочков. Так малыш будет смотреться более нарядно. И вот такой милый малыш у нас получился. Если вы еще не поставили лайк, то самое время сделать это. А также подписывайтесь на мой канал, ведь на моем канале выходит много разных бесплатных прикольных мастер-классов по вязанию игрушек и не только. Жмакайте колокольчик, оставайтесь со мной, комментируйте, присылайте ваши работы по моим мастер-классам в Instagram или на почту. И до встречи в новых мастер-классах!